Если вы испытываете чувство страха, надо в первую очередь выдохнуть. Если вы уже осознаете, что вы боитесь, чего-то боитесь, это очень здорово. Если вы это уже видите, я боюсь. Если вы это слышите, я боюсь. Вы слышите, что вы боитесь. Вот тут очень важно задать себе вопрос, а чего я боюсь? То есть не входите в состояние вот этого страха, эмоции. Дайте этой эмоции выйти мягко. Вы говорите, да, мне сейчас страшно. Но на самом деле очень часто мы играем в привычную игру. Мы привыкли всего бояться. Да, нас так, наверное, воспитали, что ой-ой-ой, туда не ходи, сюда не ходи. Правда. И это отложило на нас определенный отпечаток. Но теперь вы свободны. Теперь каждый из нас взрослый и имеет право двигаться из легкости своей или продолжать прятаться в своем страхе. Так вот, попробуйте. Попробуйте себе, правда, задать этот вопрос. А чего я сейчас боюсь на самом деле? Ну вот, бежит таракан. Ой-ой-ой, караул, мне страшно. А чего я боюсь? Таракан уже ушел, убежал даже. А мы все еще боимся. Чего мы боимся? Мы боимся иллюзий. Мы на самом деле привыкли прикрываться. Страхов очень мало. Но если реально вы очень боитесь, если поднялась большая эмоциональная, так сказать, составляющая, если вас начинает трясти, вот тут надо прям вслух говорить, да, я сейчас боюсь, то есть признать себя, что я боюсь, да, я сейчас боюсь, и мне сейчас страшно, да, мне сейчас страшно. Таким образом вы через слова вы начинаете скидывать напряжение, которое у вас внутри есть. Мало того, когда вы соглашаетесь с этим и говорите этому «да», тогда с вами происходит что-то очень интересное. На самом деле энергетически вы освобождаетесь от заряда, который был внутри. Вы освобождаетесь от напряжения, которое было внутри. И когда вы стали менее напряженны, вот только тогда вы начнете думать, начнете ясно видеть, что происходит. Я не говорю о стрессовой ситуации, когда на вас кто-то там нападает, и я сейчас буду стоять и рассуждать. Нет, конечно, в тот момент нужно руки в ноги и бежать, например, или кричать, или еще что-то, и у вас это случится. Но вот если вы загоняете себя в это состояние и все время продолжаете жить в этом состоянии страха, скорее всего, вам нужно обязательно обратиться к психологу или к психотерапевту, потому что вы уже, значит, бежите от чего-то. Чаще всего мы прикрываем свое неделание страхом. Мы боимся, поэтому мы ничего можем не делать. Это плохая история. Поэтому вот тут очень важно разобраться, а действительно ли этот страх, действительно ли он огромен, действительно ли он вас поглотил. Вот если он вас поглотил, возвращайтесь. То есть проговаривайте вслух, проговаривайте, и вы в какой-то момент выдохните, вы в какой-то момент остановитесь, потому что напряжение вы скинули.